Глава 1816. Сестры Цинь. «Подожди, ты не Ваньер». Хань Ли сразу почувствовал, что что-то не так, и выражение его лица мгновенно потемнело. «Я действительно удивлена, что вы человек, который недавно перешел на стадию интеграции тела, господин Даосист Хань. Похоже, моя техника пленения совершенно неэффективна на вас», усмехнулась женщина, внешне идентичная Наньгун Ван, и слой белой ци внезапно покрыл ее лицо. После того, как белая ци рассеялась, она полностью превратилась в другую женщину, которая все еще была довольно красивой, но совсем не похожа на Наньгун Ван. «Вы пытались проверить меня, Цинь Суэр?» Мрачное выражение лица Хань Ли едва ли смягчилось, увидев это, и он холодно оценил женщину. «Конечно, нет, я бы не осмелилась сделать это, старший. Просто я только что освоил эту технику великого пленения, и я все еще не могу полностью ее контролировать. Пожалуйста, простите меня за мою несдержанность», поспешно объяснила женщина. Техника великого пленения. Я слышал об этой способности. Это мощная врожденная способность расы небесных лисиц, которая может замаскировать человека под человека, ближайшего к сердцу смотрящего. Это должно означать, что вы существо из расы небесных лисиц. Вы как-то связаны с монахом небесных лис? Спросил Ханли, и его лицо немного смягчилось. Моя сестра и я действительно являемся существами расы небесных лисиц. Мы связаны с монархом небесных лис, но только на очень отдаленной основе, сказала Цинь Суэр, делая почтительный реверанс перед тем, как пригласить Хань Ли сесть. Ваша техника великого пленения должна была быть усилена ограничениями вокруг этого места, чтобы она на мгновение подействовала на меня, верно? Хань Ли усмехнулся и сел. Цинь Суэр был очень удивлена, что Хань Ли смогла так быстро понять функцию ограничений, установленных здесь, и в результате она получила некоторое восхищение им. У вас проницательный глаз, старший. Действительно, это магазин, созданный нашей расой небесных лисиц, и мы создали в нем несколько особых формаций. Формации не могут усилить другие способности, но они действительно могут значительно повысить эффективность иллюзорных техник. Если бы мы встретились за пределами этого магазина, я бы, скорее всего, не смогла одурачить вас ни на мгновение. Было не так уж и сложно определить, что ограничения были установлены в этом магазине, но то, что он мог определить, что эти ограничения могут улучшить технику великого пленения, указывало на то, что он сам обладает обширными знаниями и опытом в искусстве формаций. Согласно распространенным слухам, Хань Ли должен был столкнуться с какой-то чудесной возможностью в первозданном мире достичь стадии интеграции тела всего за несколько столетий, поэтому было весьма примечательно, что ему все же удалось стать этим адептом в искусстве формации, несмотря на эти непростые обстоятельства. Таким образом, намек на скептицизм и презрение, которые женщина питала к Хань Ли как к человеку, которому просто невероятно повезло, и, естественно, немедленно исчез. «Хорошо, я слышал от вашего ученика, что вы согласились встретиться со мной здесь сегодня, поэтому я предполагаю, что вы приготовили то, что я хочу. Пожалуйста, принесите мне это». Хань Ли все еще был немного раздражен тем, что она приняла внешний вид Наньгун Ван, чтобы проверить его, но он отложил этот вопрос и сразу перешел к делу. «Конечно. Вернувшись к нашей расе демонов, я добыла большинство ингредиентов, которые вы запрашивали разными способами, и я уверена, что вы будете довольны тем, что я собрала. Мейер, принеси все для старшего Ханя. Мне недавно пришлось заняться одним неприятным делом, поэтому я доверил все своей сестре в качестве меры предосторожности. Цинь Суэр кивнула в ответ и затем снова повернулась к Хань Ли. «Да, сестра Суэр», поспешно ответила маленькая девочка, выплюнув и слабую желтую полупрозрачную бусинку, которая была размером всего лишь с яйцо. Хань Ли немного опешил, увидев это. Запрошенные вами материалы демонических зверей являются относительно табуированными предметами среди нас, демонических культиваторов, поэтому мы хранили их в этой специальной бусине, а не в обычном браслете для хранения. Она имеет гораздо большую емкость хранения по сравнению с обычными сокровищами, и его также можно хранить прямо в теле, так что это довольно безопасно и незаметно, объяснила Цинь Суэр с улыбкой. Сокровище наполовину сюми? Это довольно редко, заинтригованно спросил Хань Ли и поднял руку, сделав хватательное движение в направлении бусины. В то же время на его лице появилось серьезное выражение, и он вложил в бусину каплю своего духовного чутья. При этом он обнаружил, что он был заполнен всеми видами драгоценных материалов демонических зверей, которые были сложены в небольшую гору. Были также некоторые другие коробки, которые, несомненно, содержали некоторые более ценные материалы, предположительно включая такие вещи, как внутренние ядра высокоранговых демонических зверей. Обладая мощным духовным чутьем, Хань Ли, естественно, мог оценить все в одно мгновение, и даже предметы в коробках были подсчитаны в мгновение ока. Вы действительно собрали большинство пунктов из моего списка. Должен сказать, я впечатлен, сказал Хань Ли, и на его лице наконец появилась улыбка.
Я, конечно, не могу взять на себя всю заслугу, старший, но я связалась с некоторыми хорошими друзьями из других рас, и нам всем потребовалось огромное количество времени и усилий, чтобы с большим трудом найти все эти предметы, с кривой улыбкой на лице сказала Цинь Суэр. В любом случае, вы выполнили свою часть соглашения, поэтому я, конечно, не откажусь от своих слов. Пожалуйста, изучите эти тысячелетние растения и посмотрите, будут ли они достаточной компенсацией, сказал Ханли, кивнув с довольным выражением на лице, а затем достал бледно-красный браслет для хранения и бросил его в сторону Цинь Суэра, взмахнув запястьем. Глаза Цинь Суэр загорелись, поймав браслет для хранения, и осторожно вложила в него свое духовное чутье. Тем временем Ханли без колебаний начал переносить материалы демонического зверя из бусины в свой браслет для хранения. Цинь Мэйр слегка надулась, увидев это, но не осмелилась сказать что-нибудь, чтобы остановить его. Было совершенно ясно, что она чувствовала, что Ханли слишком властно передавал предметы еще до того, как ее сестра завершила проверку духовных лекарств. Однако раса демонов уважала власть даже больше, чем человеческая раса, а Ханли была культиватором интеграции тела, поэтому она могла только проглотить свои жалобы. К счастью, Цинь Суэр закончила свое обследование очень быстро, и после того, как она вытащила свое духовное чутье из браслета хранилища, на ее лице появился намек на восторг, смешанный с недоумением. «Спасибо, старший Хань, я заметила, что здесь больше 1000 духовных растений, чем мы изначально договорились. Могу я спросить, каковы ваши намерения, старший?» Нерешительно спросила она. Вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, Хань Ли спокойно спросил: «Госпожа Цинь, знаете ли вы о невзгодах, которые вот-вот постигнут две наши расы в течение следующих 1000 лет?» Выражение лица Цинь Сэр резко изменилось, услышав это, и только через некоторое время она пробормотала: «Вы имеете в виду дьявольское бедствие, старший Хань?» «Итак, вы уже знаете об этом». Действительно, дьявольское бедствие неминуемо, и для обеспечения самосохранения каждый, кто знает эту информацию, делает все возможное, чтобы накопить больше силы. Вероятно, будет острая нехватка духовных растений и материалов среди наших двух рас. В качестве меры предосторожности я планирую продолжить нашу сделку. Мы с вами можем продолжать обмениваться на предметы, которые нам нужны до дьявольского бедствия, но в следующий раз я буду просить о других вещах, которые могут быть найдены только в расе демонов, помимо материалов демонических зверей, серьезно сказал Хань Ли. Я лишь случайно наткнулась на эту информацию о дьявольских бедствиях в последние нескольких дней. Что касается продолжения нашего обмена, я, безусловно, не против. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете пойти прямо в любой из магазинов, открытых росой небесных лис в городе высшего неба, и оставить мне сообщение. А пока я приму эти духовные растения, еще раз спасибо, старший, без колебаний согласилась Цинь Суэр. Независимо от того, сколько духовных лекарств она получит на мириады лет, запасы будут исчерпаны за очень короткое время. Основным фактором, способствовавшим ее прогрессу в культивации, были таблетки из тысячелетних растений, которые Хань Ли дал ей в прошлом, поэтому она была в восторге от того, что Хань Ли предлагает продолжить их обмен. Хорошо, тогда мне пора. Желаю вам удачи в поисках того, что вам нужно, во время оставшейся части съезда 1000 сокровищ. Видя, как все было сказано и сделано, Хань Ли не собирался больше задерживаться и встал, чтобы попрощаться. Сестра Цинь, естественно, проводила его на первый этаж и почтительно попрощалась с ним. Вернувшись в магазин, Цинь Мэйр озадаченно спросила: «Сестра Суэр, почему ты не принесла эту вещь?» «Мы приложили столько усилий, чтобы ее достать. Не была ли ваша цель с самого начала обменять ее на другие тысячелетние растения?» Несколько дней назад я, естественно, сделала бы это, но вчера я получила бланк приглашения на конференцию обмена в черном пространстве одного из старших демонов. Я хочу посмотреть, смогу ли я обменять эту вещь на что-нибудь получше во время этого собрания. Если нет, я могу обменять его на тысячелетнее растение с этим человеком в качестве запасного плана. В любом случае, он выразил желание продолжить наш обмен, так что я никуда не тороплюсь, объяснила Цинь Суэр в уверенной манере. Хорошо, поскольку ты приняла решение, мне нечего сказать. Однако этот предмет не очень полезен для нас, демонических культиваторов, но он как бомба замедленного действия в наших руках. Пока эта вещь у нас, нас могут выследить и убить, так что лучше избавиться от нее как можно быстрее. Цинь Мэйр кивнула в ответ, но ее опасения явно не исчезли полностью. Будь уверена, я знаю, что делаю. Вот почему я не осмелилась раскрыть это на всех этих обычных рынках и решила приберечь это для этого конвенции обмена в черном пространстве, серьезно сказал Цинь Суэр. В этот момент Хань Ли уже возвращался во дворец бессмертных, и он, естественно, не подозревал, что, выражая желание продолжить работу с двумя демоническими женщинами, он невольно упустил сокровище. На данный момент он был просто очень доволен всеми материалами, добытыми демоническими женщинами. Теперь ему не хватало лишь нескольких типов материалов, прежде чем он смог начать совершенствовать свою вторую экстремальную гору.
Съезд тысячи сокровищ только начался, поэтому, хотя оставшиеся материалы были весьма ценными, для него определенно не было проблемой их собрать. Однако, к большому удивлению Ханли, когда он вернулся во дворец бессмертия в приподнятом настроении, он обнаружил, что его ждал гость. Глава 1817. Сходство. «Это вы». Хань Ли с удивлением посмотрел на молодую женщину в пурпурной мантии, стоявшую перед ним. Это был никто иная, как Даэр, демоническая женщина, сопровождавшая монарха Черного Феникса. Стоит сказать, что хотя она была только на ранней стадии божественной трансформации, она была чрезвычайно красива и была очень известна среди молодого поколения расы демонов. Она также явно была очень обожаема монархом Черного Феникса. Тем не менее, она была довольно холодна по отношению к Ханли, когда они впервые встретились на пике летающих бессмертных, что заставило Ханли задуматься, действительно ли она та же Даэр, которую он знал. Поэтому, естественно, было большим сюрпризом, что она внезапно нанесла ему визит. «Приветствую, госпожа. Может быть, вас послал сюда госпожа Сяа?» Спокойно спросил Ханли. «Нет, я хотела приехать и увидеть вас по своим причинам», ответила женщина в пурпурной мантии, и ее голос был очень приятен для ушей, как щебетание жаворонка. «Вы хотели меня видеть?» Услышав это, выражение лица Ханли немного изменилось. «Верно. Я хотела бы поговорить с вами наедине», подтвердила женщина в пурпурной мантии, бросив быстрый взгляд на Хай Юэтяня, стоявшего в стороне. «Погуляй, пока я не позову тебя», проинструктировал Ханли, поворачиваясь к Хай Юэтяню. Хай Юэтянь очень интересовался, какие отношения эта женщина разделяет с его мастером, но он, естественно, не осмелился пойти против приказов Ханли, поэтому он мог только насильственно подавить собственное любопытство и уйти, почтительно поклонившись. Из-за инцидента с семьей Лун Ханли даже не позволил Целинсцы показаться перед посторонними, поэтому его, естественно, не было в зале. Были люди, которые знали, что Целинцзи был его учеником, но Ханли не беспокоился, даже если патриарх семьи Лун узнает эту информацию и в результате разыскал его. У него, естественно, было подготовлено бесчисленное множество алиби, которые могли полностью отделиться от этой гигантской золотой обезьяны как два разных существа. После того, как Хай Юэтянь ушел, женщина в пурпурной мантии немедленно перевернула руку, достав носовой платок, мерцающий слабым белым светом, а затем протянула его Хань Ли обеими руками для изучения. Выражение лица Хань Ли немного изменилось при виде этого, и он вздохнул. «Так это действительно ты, Даэр». Этот платок был всего лишь низкоранговым духовным инструментом, который он дал Даэр, когда она была еще маленькой девочкой. В нем не было никакой ценности, и он почти не служил какой-либо цели. Однако Даэр очень любила это и всегда хранила его при себе. Теперь, когда она дала его Ханли, было совершенно ясно, что это та самая маленькая девочка из того времени. На ее лице появилось немного сложное выражение, и после недолгого молчания она внезапно подняла руку, вытащив гладкую черную шпильку из своих густых прядей. В следующее мгновение шар черного света вырвался из шпильки Феникса, после чего он превратился в черное перо примерно полфута в длину на фоне крика Феникса. Почти в тот же момент яркий белый свет вырвался из ее лица, из-за чего человеку было очень трудно смотреть прямо на нее. Несмотря на то, что Ханли развил способность духовных глаз, он был застигнут врасплох и вынужден на долю секунды закрыть глаза. Затем синий свет вспыхнул через его зрачки, и он мгновенно снова открыл глаза, глядя сквозь белый свет, и на ее лице появилось своеобразное выражение. После того, как белый свет погас с ее лица, перед ним предстал набор изящно красивых черт, напоминающих черты небесной девушки. Не говоря уже о ее уникальном характере, одни только черты лица сильно напоминали черты лица Наньгун Ван. Кто угодно мог легко принять их двоих за сестер-близнецов. Однако при более близком рассмотрении между ними можно было выявить различия. Черты лица Наньгун Ван были более мягкими, и она казалась более доброжелательной и доступной. Напротив, черты лица Даэр были такими же сложными, но они были немного холоднее и отчужденные. Благодаря своим глазам духовного прозрения Хань Ли был уверен, что это была ее настоящая внешность, а не результат какой-либо маскировки или иллюзорной техники. Даже сейчас он все еще мог видеть сходство между ее нынешней внешностью и пухлым очаровательным личиком Даэр, когда он был маленькой девочкой, но, естественно, существовал довольно резкий контраст. Хань Ли уставился на это знакомое, но чуждое лицо, и, несмотря на его спокойный и стойкий характер, он был как вкопанный, не находя слов. «Дядя Хань, я теперь похожа на тетю Наньгун?» — спросила Даэр с намеком на улыбку. Хань Ли с силой подавил свое удивление, когда он спросил, что случилось. «Как ты приобрела этот облик после того, как выросла?» «Я узнала имя тети Наньгун от тебя, так как я могла видеть ее раньше». Даэр усмехнулась, и улыбка на ее лице немедленно стерла ее слегка холодное настроение. «Теперь, когда ты сказала об этом, некоторые детали того времени возвращаются ко мне.
Однако я все еще не совсем понимаю. Как ты? Глаза Хань Ли нерешительно сузились, по-видимому, вспомнив что-то, но в то же время и в чем-то неуверенный. Когда мы прятались под этой грудой обломков, ты рассказал мне много захватывающих историй, и все они были о тебе, вас и тете Нангун. В последний день я не переставала плакать и продолжала настаивать на встрече с мамой, так что ты достал нефритовую пластинку, на котором был написан портрет тети Нангун в попытке утешить меня, мягко рассказала Даэр. Услышав это, Хань Ли вспомнил о тех днях. В то время город был разрушен звериной миграцией, и он вместе с Даэр спрятался под грудой обломков. Воспоминание вызвало слабую улыбку на его лице, и он усмехнулся. В то время у тебя было очень очаровательное круглое личико. Я хорошо это помню. Я получила свой нынешний облик после достижения стадии метаморфозы, и моя форма была реконструирована с помощью стимулов моей родословной Черного Феникса. Что касается того, почему я приняла этот облик, который так сильно напоминает тетю Нангун, то я сама не знаю. Возможно, это потому, что портрет тети Нангун на нефритовой пластинке произвел на меня слишком глубокое впечатление, поэтому я инстинктивно стремилась к этому внешнему виду во время метаморфозы. Как культиватор интеграции тела, я уверен, что ты знаешь, что демонические культиваторы, подобные нам, не имеют никакого отношения к тому, какой внешний вид мы принимаем во время метаморфозы, поэтому большая часть процесса находится вне нашего контроля, сказала Даэр, прикусив нижнюю губу, демонстрируя смущение. Понятно. В таком случае это кажется вполне правдоподобным. Хань Ли просветленно кивнул, но он все еще чувствовал легкое потрясение, глядя на Даэр. Не так давно он только что встретил Цинь Суэр и был поражен ее техникой великого пленения, которая позволила ей проявить облик Нангун Ван, и теперь его встретил другой человек, который так сильно походил на его возлюбленную компаньона Даа. Может, это знак? Может, что-то случилось с Нангун Ван? Делать такие выводы казалось немного суеверным, но как культиватор Хань Ли не мог не верить в такие вещи. Поэтому его брови непроизвольно нахмурились, и он забеспокоился. В этот момент Даэр продолжила. «Я никогда не забывала, что ты сделал для меня, но, в конце концов, существует четкое разделение между людьми и демонами, и я не хотела бы причинять тебе никаких неприятностей, поэтому я намеренно хладнокровно отнеслась к тебе, когда мы впервые встретились несколько дней назад. Когда я впервые приехала во дворец Черного Феникса, я сначала не встретила своего биологического отца. Вместо этого Даэр внезапно начала рассказывать о событиях в расе Черного Феникса после того, как она рассталась с Хань Ли. Истории были довольно приземленными, но ей, казалось, нравилось их рассказывать, и она все время улыбалась. Хань Ли терпеливо слушал ее рассказ, и в его глазах постепенно появилось мягкое и нежное выражение. Они болтали несколько часов, и только тогда Даэр внезапно вспомнила, что ей нужно что-то сделать, и неохотно попрощалась с Хань Ли. Хань Ли не пытался задерживать ее. Вместо этого он передал ей несколько мудрых слов в качестве старшего, а затем позвал Хай Юйтяня в комнату, чтобы тот провел Даэра из зала. После того, как она ушла, улыбка на лице Хань Ли исчезла, и он тяжело вздохнул, сидя в молчании в одиночестве в холле. Вскоре после этого Хай Юйтянь снова появился в зале и уважительно сообщил Хань Ли, что Даэра уже ушла, используя телепортацию. В этот момент Хань Ли уже вернулся к своему нормальному спокойному выражению лица и проинструктировал: «Иди, возьми своего младшего боевого брата и приходи ко мне в мою комнату». После этого Хань Ли поднялся на ноги и вернулся в свою комнату. Глаза Хай Юйтяня загорелись в ответ, и он поспешно принял это указание, прежде чем броситься искать Целинси в приподнятом настроении. На следующее утро Хань Ли покинул дворец бессмертных и появился на холме, полностью лишённом присутствия людей и демонов. Он сел на большой камень, закрыл глаза и стал ждать. Через некоторое время в воздухе промелькнула полоса света, и на холме появилась гуманоидная фигура. «Ты пришел немного рано, господин Даосист Хань. Похоже, ты с нетерпением ждешь конвенции обмена в черном пространстве», хихикнула человекоподобная фигура, сложив кулак в знак приветствия Хань Ли. Этот человек был никем иным, как мастером тысячи костей. Хе-хе, я действительно с нетерпением жду этого. Тем не менее, я решил приехать пораньше в качестве меры предосторожности. Я впервые прихожу на эту конвенцию, и я боялся, что пропущу ее. Хань Ли ответил со спокойной улыбкой. Будь уверен, время, предоставленное нам, определенно точное. Однако перед тем, как отправиться в путь, я должен предупредить тебя по некоторым вопросам, чтобы ты не навлек на себя ненужных проблем, серьезно сказал мастер тысячи костей. Давай, брат тысячи костей. Я обязательно запомню все, что ты говоришь. Хань Ли был слегка озадачен его осторожным поведением. Мастер тысячи костей был очень доволен, увидев, что Хань Ли также очень серьезно относится к этому, и сказал: «Я уверен, что тебе на самом деле не нужно предупреждать о большей части этого, но конвенция обмена в черном пространстве отличается от обычных случаев, поэтому я склонен предостеречь тебя о некоторых вещах».
Глава 1818. Посланник руководства и вход. После этого даосский мастер Тысячи Костей раскрыл Хань Ли некоторые правила и табу конвенции обмена в черном пространстве, и Хань Ли внимательно их выслушал. Примерно через 10 минут даосский мастер Тысячи Костей взглянул на небо, которое все еще было немного темным, и, улыбнувшись, сказал: «Пора, давай вместе пойдем ко входу». В черное пространство всегда много входов, поэтому в месте, куда мы собираемся, вероятно, будет не больше 4 или 5 человек. Прежде чем мы пойдем туда, мы должны скрыть нашу истинную внешность. Однако нет необходимости делать что-нибудь радикальное. В черном пространстве есть ограничения, ограничивающие духовное чутье, поэтому будет достаточно обычной маскировки. Просто будет лучше, чтобы даосисты у входа нас не узнали. Конечно, даже если тебя узнают, это не проблема. Ты можешь просто сменить маскировку после того, как войдешь в черное пространство. Уверен, после этого тебя никто не узнает. Как и ожидалось от ветерана, который неоднократно посещал этот конгресс в прошлом, он мог предложить большой опыт. Спасибо за твои наставления, господин даосист мастер Тысячи Костей. Теперь я знаю, что мне нужно сделать, ответил Хань Ли с улыбкой, и в то же время слой серого света появился по всему его телу, полностью скрыв его внутри. Это был не что иное, как его эссенция божественного света. С этим светом вокруг него даже другим культиваторам стадии интеграции тела будет очень трудно оценить его истинный облик своим духовным чутьем. Мастер Тысячи Костей также последовал его примеру, сделав печать заклинания, а затем призвал и высвободил слой черной ци вокруг себя. После этого они вдвоем улетели с 9 бессмертных вместе. Тем временем многие другие существа на стадии интеграции тела и некоторые другие таинственные культиваторы также покинули горный хребет. Однако все они летели в разные стороны. Несколько часов спустя небо, наконец, осветилось дневным светом, и Хань Ли и даосский мастер Тысячи Костей спустились в мрачную и бесплодную долину за пределами гора 9 бессмертных. Там уже ждали 2 человека, у одного из которых золотое сияние сияло вокруг тела, настолько ослепляющего, что зрителю было трудно смотреть прямо на них. Напротив, тело другого человека было тусклым и нечетким, как дым, поэтому его тоже не было возможности опознать. Эти двое стояли довольно далеко друг от друга, один на юге, другой на севере, и только по прибытии бросили быстрый взгляд на Хань Ли и даосского мастера Тысячи Костей. Было совершенно ясно, что они были такими же культиваторами, как дуэт Хань Ли. Хань Ли просто взглянул на них и не высвободил свое духовное чутье. Это произошло потому, что даосский мастер Тысячи Костей сказал ему, что для любых существ использование своего духовного чутья на других участников этого конгресса является крайним табу. В лучшем случае можно было бы сбежать с предупреждением, а в худшем — получить физическое наказание за этот проступок. Хань Ли также поддерживал это правило, поэтому, обнаружив, что не может идентифицировать этих двоих одними только глазами, он немедленно отвел взгляд. Он был уверен, что его глаза духовного прозрения смогут видеть сквозь их маскировку, но если бы они развили определенные особые секретные техники, тогда не смогли бы обнаружить его пристальный взгляд. Он не хотел доставлять себе неприятности еще до того, как войдет в черное пространство. Таким образом, Хань Ли и даосский мастер Тысячи Костей нашли место на относительно большой высоте, которое было довольно далеко от 2 других, чтобы поселиться там. Все 4 присутствующих скрывали свою истинную внешность, и никто не был заинтересован в разговоре, поэтому атмосфера была немного неловкой. Не было слышно никаких других звуков, кроме слабого шелеста ветра. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он подсчитал, сколько времени осталось, и примерно через час в далеком небе появился шар зеленого света, прежде чем он мчался к ним с большой скоростью. После нескольких вспышек зеленый свет упал сверху, как метеорит, и выглядел так, будто он вот-вот упадет на землю, но резко замедлился, когда он все еще находился на высоте нескольких десятков футов над землей, а затем продолжил дрейф вниз, совершив совершенно бесшумную посадку. Хань Ли взглянул на человекоподобную фигуру в зеленом свете и обнаружил, что они находятся прямо в центре остальных 4 присутствующих людей. Быстро оглянувшись на всех, фигура в зеленом свете, казалось, улыбнулась, прежде чем сесть, скрестив ноги, не показывая никакого намерения никуда двигаться. Хань Ли сначала немного запнулся, увидев это, а затем на его лице появилась слабая улыбка, словно он нашел этого человека довольно интересным. Напротив, даосский мастер Тысячи Костей оценил человекоподобную фигуру в зеленом свете со слегка нахмуренными бровями, по-видимому, что-то придумав. Согласно тому, что сказал даосский мастер Тысячи Костей, они были 5 людьми, которые собирались войти в черное пространство из этого конкретного места. Более часа спустя Хань Ли внезапно почувствовал взрыв странных колебаний, исходящих изнутри его рукава, и сразу же полез в рукав, чтобы вытащить этот черный треугольный значок. На его поверхности постоянно вспыхивал слой белого света, яркость которого колебалась, казалось, что-то резонировало. Хань Ли был в восторге от этого и поднял голову, чтобы посмотреть на остальных 4 присутствующих. Они также изготовили такие же значки, и все они тоже мигали белым светом.
В этот момент в воздухе над долиной внезапно раздался глухой ракочущий звук, вслед за которым разразился взрыв мощных пространственных колебаний. Все 5 присутствующих были слегка напуганы этим, и они в унисон подняли глаза и обнаружили, что на ярко-синем небе над долиной появилась пелена из темных облаков. В темных облаках беззвучно вспыхивали дуги серебряных молний, переплетаясь и образуя шар. С громким раскатом грома внезапно появились массивные серебряные ворота. Ворота были более 100 футов высотой и имели глубокие старинные узоры на поверхности, а также выступали серебряные руны вокруг них, представляя очень захватывающее зрелище. Внезапно из массивных серебряных ворот раздался жужжащий звук, и окружающие руны задрожали перед тем, как споткнуться на месте в унисон. После этого ворота медленно приоткрылись, и с другой стороны вырвалась полоса черного света. Сверкнула человекоподобная фигура, и перед воротами появился таинственный культиватор в длинном черном плаще. У этого человека по всему телу кружилась черная ци, и он оставался совершенно безмольным, оценивая всех внизу леденящим кровь взглядом. Аура этого человека была чрезвычайно странной, временами казалась чрезвычайно мощной, а иногда практически отсутствовала. Как будто у них была крайне нестабильная база культивации. Что это за искусство культивации? Хань Ли не смог вспомнить ни одного искусства, подходящего под это описание, и в его глазах промелькнул намек на удивление. Фигура, окутанная золотым светом, похоже, тоже в прошлом присутствовала на этом конвенции обмена, и он спросил громким голосом: «Вы — посланник руководства черного пространства?» Фигура в черной мантии проигнорировала золотую фигуру, и вспышка зеленого света вспыхнула в их глазах, и он сказал угрожающим тоном: «Вы все принесли свои значки наведения. Если да, я отведу вас в черное пространство. Все, кто попытается войти в черное пространство без значков наведения, будут убиты на месте». Голос человека в черной мантии был очень резким и пронзительным, и невозможно было сказать, мужской это голос или женский. Золотая фигура холодно хмыкнула, явно недовольная проявлением высокомерия фигуры в черной мантии, но в конце концов ничего не сказала. Хань Ли и остальные, естественно, тоже не собирались вмешиваться. Видя, что ни у кого из 5 человек внизу не было возражений, фигура в черной мантии немедленно перевернула руку, чтобы достать сокровище, напоминающее мерцающую серебряную голень. Он поднял сокровище и ударил им по гигантским воротам, на которых раздался хрустящий треск, и серебряные ворота полностью распахнулись с глухим грохочущим звуком. Хань Ли бросил взгляд на ворота и обнаружил, что за входом не было ничего, кроме огромного пространства угольной черной темноты. Место было совершенно лишено света, как если бы это был мир безграничной тьмы. Оно действительно оправдало свое название «черное пространство». В тот момент, когда эти мысли проносились в голове Хань Ли, значок наведения его руке внезапно стал раскаленным, и в следующее мгновение он взорвался шарами черного света, окутавшими все его тело. В то же время воздух вокруг него сжался, и волна невидимой силы подняла его вверх, неся прямо к гигантским серебряным воротам. Хань Ли это немного встревожило, но он огляделся и обнаружил, что 4 других человека тоже были подняты в воздух черным светом, и его сердце успокоилось. В мгновение ока все 5 исчезли в черном мире за гигантскими воротами один за другим, и, убедившись, что все в порядке, фигура в черном ударила серебряным призраком по обе стороны ворот, войдя в черный мир. Тот же грохот раздался снова, и гигантские серебряные ворота медленно закрылись, а затем рассеялись на бесчисленные дуги молний посреди раскатов грома. Темные облака поблизости также мгновенно исчезли после того, как исчезли дуги молний, и темное небо вернулось к своей прежней яркости. Хань Ли находился в черном свете, с любопытством осматривая окружающую обстановку. Даже после того, как они вошли через серебряные ворота, 5 из них все еще были окутаны черным светом и парили в воздухе по прямой линии. Войдя в это таинственное пространство, Хань Ли полностью осознал природу этого темного мира. Вокруг него было море тумана, образованное всплесками черной ци, и некоторые из них казались вполне нормальными, а другие были чрезвычайно сильными и в неистовстве разорвали все вокруг, образуя мощные черные торнадо в процессе. Однако больше всего внимания Хань Ли привлекли демонические звери впереди. Этих демонических зверей было довольно много, и их аура значительно отличалась от ауры обычных демонических зверей. Они были скрыты в тумане на расстоянии, оценивая Хань Ли и остальных с угрожающим выражением лица, но по какой-то причине не осмеливались подойти к ним. Даже издалека Хань Ли все еще чувствовал яростные ауры, исходящие от их тел, что указывало на то, что провоцировать их не стоит. Глава 1819. Слуга в черной вуале. Вспыхнул черный свет, и перед ними появилась фигура в черной мантии. Затем фигура медленно полетела вперед, ничего не сказав, и как только Хань Ли начал чувствовать недоумение по этому поводу, вокруг него внезапно вспыхнул черный свет, и его тело непроизвольно потянуло вперед взрывом невидимой силы. Остальные 4 человека с ним тоже испытали то же самое, и всех 5 везла фигура в черной мантии.
черный свет вокруг их тел казался особенным, потому что черная ци, с которой они столкнулись по пути, разошлась, чтобы позволить им пройти, и они быстро пролетели несколько километров. Внезапно в глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, и он бросил взгляд на огромное пространство черной ци впереди. Он чувствовал, что внутри черной ци прячется огромное существо, и его аура была той же природы, что и у тех неизвестных демонических зверей ранее, но она была в несчетное количество раз мощнее, до такой степени, что даже он чувствовал огромную угрозу. Тем не менее, эта черная ци была довольно глубокой, и даже с его способностями глаз духовного прозрения он едва ли мог различить очертания горного зверя, который казался гигантским питоном. Остальные 4 человека с Хань Ли также явно почувствовали этого грозного зверя, и все они очень насторожились, когда зверь медленно приближался к ним. Прямо в этот момент посланник руководства внезапно спустился, унося всех вместе с собой, так что они отошли от этого неизвестного гигантского зверя. В результате сердце Хань Ли, естественно, немного расслабилось, и он бросил последний взгляд на гигантского зверя, перестав обращать на него внимание. Однако через некоторое время выражение лица Хань Ли снова немного изменилось. В этот момент посланник руководства провел их вниз на десятки тысяч футов, и они все еще не находились где-то рядом с дном. Как будто они спускались в бездонную черную бездну. Если бы не тот факт, что другие 4 человека вокруг него не проявили никакой реакции на это, он бы серьезно пересмотрел вопрос о том, стоит ли продолжать следить за этой фигурой в черной мантии. К счастью, после того, как они спустились более чем на 100 тысяч футов, черная ци вокруг них наконец рассеялась, и они вышли из моря черного тумана в странный синий мир. Повсюду был слабый синий свет, освещавший все здания и странные черные деревья, похожие на массивные каменные столбы внизу. Этот синий свет исходил от дюжины мерцающих синих массивных шаров света, висящих в воздухе. Каждый шар имел диаметр более 1000 футов и излучал слабый синий свет, который, казалось, мог светиться всю оставшуюся вечность. Раздалось несколько глухих ударов, и черный свет вокруг тел Хань Ли и других задрожал, а затем исчез. В результате была разорвана их связь с посланником руководства. «Мне все еще нужно идти и вести других. Иди в зал Черного царства внизу, и кто-то позаботится о тебе там», — холодным голосом сказала фигура в черном, прежде чем отвернуться и снова подняться в воздух, оставляя их наедине с собой. Хань Ли потерял дар речи, но даосский мастер Тысячи Костей, похоже, не беспокоился. Он, усмехнувшись, спустился в зал, и золотая фигура также последовала его примеру. Хань Ли и 2 другие фигуры обменялись быстрыми взглядами, а затем последовали за ними. Внизу было много зданий, но все они сильно отличались от зданий во внешнем мире. Все они были построены из грубых на вид черных камней, и они были очень высокими и массивными, отражая древний первобытный строительный стиль, более грубый по краям. Зал черного пространства, о котором только что говорил посланник, было очень легко идентифицировать. Это был огромный черный зал высотой более 10 тысяч футов и площадью в несколько квадратных километров, так что его было очень трудно пропустить. Когда Хань Ли и другие приземлились на площади перед залом, их встретили 2 ряда женщин в черных одеждах с вуалью, которые заранее ждали их. Лица этих женщин были скрыты черной вуалью, но все они имели чрезвычайно соблазнительные фигуры, а их аура предполагала, что все они были на стадии формирования ядра или выше, поэтому они были превосходными объектами для парной культивации. Как только Хань Ли и остальные спустились перед ними, 5 женщин впереди группы элегантно направились к ним. Одна из высоких и стройных женщин со светлой, как снег, кожей, сделала изящный реверанс, а затем заговорила чрезвычайно соблазнительным голосом. «Мы отдаем дань уважения нашим старшим. С этого момента позвольте нам служить вам. Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности, мы сделаем все возможное, чтобы ответить и удовлетворить их. Еще есть время до начала конвенции. Не хотите ли вы пойти отдохнуть в специально отведенных для этого тихих комнатах для культивации? Твое черное пространство всегда баловалось этими теневыми трюками. Мне не нужно, чтобы кто-то служил мне. Просто отведи меня в зал. Холодно хмыкнула нечеткая дымчатая фигура, и ее приятный голос подсказал, что она тоже была женщиной. Если вы не хотите, чтобы мы обслуживали вас, тогда мы, естественно, не будем навязывать вам наши услуги старшей. Номер 9, отведи этого старшего в холл, хихикнула слуга в черной вуале, а затем повернулась к 4 другим гостям. Номер 9, услышав это, выступил вперед и сказал: «Старший, пожалуйста, пойдем со мной». После этого она сделала почтительный реверанс и элегантно направилась к воротам холла. Дымная женщина-культиватор бросила холодный взгляд на номер 9 и молча последовала за ней. «Хе-хе, мне тоже не нужен отдых. Отведи меня в холл тоже», — с улыбкой сказала человекоподобная фигура, залитая зеленым светом. Судя по голосу, это был пожилой мужчина. Слуга в черном с улыбкой согласился и приказал другой женщине провести его в холл. Таким образом, на площади остались только 3 посетителей конвента, одним из которых был Хань Ли. Так, как я мог устоять перед бесплатным угощением? Я не собираюсь притворяться святым джентльменом.
Теперь я буду веселиться, друзья, захохотал даосистский мастер тысячи костей, голос которого был немного более высоким, чем его нормальный голос. После этого он взял на себя инициативу и шагнул вперед, обняв рукой самую пышную из 5 женщин в черном, а затем удалился в приподнятом настроении. Золотая фигура устремила обжигающий взгляд на лидера 5 женщин и усмехнулась. «Хе-хе, мне интересно, кто это?» «Должен сказать, я действительно согласен с ним здесь. Ты здесь лидер, так что ты должна быть самой выдающейся среди этих 5. Так что ты будешь служить мне». Женщина, похоже, совсем не удивилась этому и сказала с улыбкой: «Для меня большая честь быть выбранной вами старшей. Номер 11, позаботьтесь об этом старшем». Затем она выступила вперед и добровольно прижалась к телу золотой фигуры, после чего ушла вместе с ним. Хань Ли моргнул, глядя на 2 ряда стоящих дальше женщин в черной вуале, а затем взглянул на женщину, стоящую перед ним, и сделал свой голос более грубым и хриплым, и спросил: «Ты номер 11? Означает ли это, что до нашей группы сюда прибыло всего 6 даосистов?» «Вы ошибаетесь, старший. Я действительно номер 11, но мы все выбраны случайным образом, чтобы служить другим старшим, которые пришли раньше, а не на основе нашей числовой последовательности». Этот номер 11 была довольно миниатюрной, а голос ее был чрезвычайно мягким и восхитительным. Она смотрела на Хань Ли с жалким взглядом, как будто боялась, что Хань Ли уволит ее, отдав предпочтение кому-то другому. «Понятно. Нет необходимости идти в комнату культивации, проводи меня в зал. Я бы хотел спросить тебя кое о чем, проинструктировал Хань Ли. «Да, старший». Номер 11, естественно, уважительно ответила и добровольно прислонится своим телом к Хань Ли. Хань Ли взглянул на нее и обнял ее за тонкую талию, зашагав к холлу. Вскоре после того, как Хань Ли покинул площадь, еще 4 фигуры, окутанные духовным светом разных цветов, спустились с неба, и их также приветствовали 4 улыбающихся слуги в черных вуалях. Вскоре после этого Хань Ли обнаружил, что отдыхает на большом наклонном стуле, а номер 11 прижалась к нему всем своим телом, глядя на него парой соблазнительных глаз. В этот момент Хань Ли переключился на слой лазурного света, чтобы скрыть собственное тело вместо первоначального серого света. В результате даже даосский мастер тысячи костей не смог бы его узнать. В настоящее время они находились в черном каменном павильоне, который парил в воздухе. Здесь не только заранее приготовили стол, стулья и крепкий чай, но и поставили на каменный стол перед Хань Ли даже несколько духовных цветов и духовных фруктов, которые были чрезвычайно редки во внешнем мире. Хань Ли мог видеть больше идентичных структур, парящих в окрестностях, и при ближайшем рассмотрении их было 500. Большинство этих парящих павильонов были пустыми, но, как и Хань Ли, несколько десятков из них были заняты кем-то рядом с слугой в черной вуале. Однако Хань Ли не обратил внимания на глаза, которые смотрели на него из других павильонов. Вместо этого он оценивал массивный белый световой барьер в центре всех каменных павильонов. Этот световой барьер имел диаметр более 1000 футов, а внутри него находилась высокая платформа, белоснежная, как нефрит. На каждом углу платформы стояли не только красно-синие каменные столбы, но и своеобразная желтая формация в центре платформы. В самом центре формации находились 2 полностью идентичные каменные таблицы, за исключением того, что одна была черной, а другая — белой. Кроме того, платформа была совершенно пуста. Внезапно Хань Ли отвел взгляд и спокойно спросил: «Итак, ты сказала, что когда начнется конференция обмена, люди вашего черного пространства предоставят некоторые драгоценные предметы для обмена, верно?» Глава 1820. Черный колокол. Конечно. Наше черное пространство не осмелится провозгласить себя самой богатой державой среди 2 рас, но в этом отношении мы определенно сопоставимы с такими, как 3 владыки и 7 монархов. Некоторые драгоценные предметы мы купили у других чужеземных рас в первозданном мире, и я уверена, они не разочаруют вас, старший, с улыбкой сказала женщина в черной вуале. К этому моменту она уже сняла черную вуаль с лица, открыв изящное лицо с чрезвычайно привлекательными чертами. Было совершенно ясно, что она использовала какое-то особое искусство культивации. В противном случае у нее не было бы возможности показывать такое удивительное очарование. Тем не менее, Хань Ли совершенно не тронули ее попытки соблазнения и просто спокойно кивнул, спросив: «Черному пространству довольно выгодно приобрести и воспитать группу таких женщин, как ты. Мне любопытно, с твоей внешностью нет никакого способа, чтобы тебя не узнали, если бы ты появился во внешнем мире. Может ли это быть? Как вы подозреваете, старший, мои сестры и я живем в черном пространстве, сколько мы себя помним, и никогда не отважились бы выйти во внешний мир. Как насчет того, чтобы вы приняли меня в качестве своей наложницы, старшей? Я, наконец, смогу увидеть дневной свет. Номер 11 приобрела жалкое выражение лица, от которого у обычного культиватора бы затрепетало сердце, и он мог бы легко поддаться соблазну согласиться на ее просьбу.
Однако Хань Ли обладал огромным духовным чутьем и силой воли и легко отмахнулся от нее, оправдавшись тем, что предпочитает уединение. Этот номер 11 ясно знал свои границы, и, видя, что Хань Ли не собирался брать ее, больше не упоминал об этом и просто бочком прижалась к телу Хань Ли. Хань Ли рефлекторно крепче обнял ее за талию, наслаждаясь ощущением интимного контакта с такой изысканной красоткой. После этого он задал ей еще несколько вопросов о конвенции обмена в черном пространстве, на каждый из которых она дала подробные ответы, и Хань Ли был вполне доволен ее услугами. В этот момент в окружающих парящих павильонах стало появляться все больше и больше людей. Внезапно снизу раздался грохот, отчего все пространство слегка задрожало. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, услышав это. Синий свет вспыхнул в его глазах, и его взгляд мгновенно пронзил темное пространство перед ним, позволив ему увидеть источник волнения. У входа в зал внизу стоял гигант ростом 100 футов, который был окутан слоем палящего пламени, создавая жестокий и угрожающий вид. Рядом с гигантом стояла женщина в черной вуале, которая что-то настойчиво и панически объясняла. Однако огненный гигант, казалось, был слишком зол, чтобы слушать ее объяснения, и издал громовой рев, взмахнув массивной огненной рукой, собираясь раздавить женщину в фарш. Прямо в этот момент поблизости внезапно возникли пространственные колебания, и появилась полоса золотого света, ударив прямо в сторону гиганта, не сдерживаясь ни в малейшей степени. Огненный гигант издал еще один разъяренный рев и был вынужден отвлечься от женщины в черной вуале, вместо этого потянувшись к проекции золотого меча. Раздался визгливый металлический лязг и пламя, и проекция меча переплелись, и гигант отступил на несколько шагов подряд. В то же время над ним возникли пространственные колебания, и фигура в серой мантии также была вынуждена появиться в воздухе наверху. Хань Ли сфокусировал взгляд на фигуре в серой мантии и обнаружил, что ее мантия была сделана из каких-то неизвестных материалов, которые придавали им иллюзорный вид. Вдобавок она была одета в зловещую призрачную маску и пристальным взглядом оценивала огненного гиганта внизу. «Что вас так взволновало, что вы нападаете на младшую, господин? Номер 37. Как вы обидели нашего уважаемого гостя? Извинись, сейчас же». К большому удивлению всех, даже при том, что фигура в серой мантии не сдерживалась в своей атаке, теперь она ругала женщину в черной вуале. «Мои искренние извинения за мои проступки в служении вам, старший. Пожалуйста, простите меня». Лицо номер 37 было чрезвычайно бледным, она явно все еще не оправилась от этого почти смертельного испытания, но, услышав приказ, отданный фигурой в серой мантии, она немедленно поклонилась огненному гиганту с жалким выражением лица. Огненный великан, казалось, восстановил большую часть своего самообладания после того, как был поражен этим ударом меча, и ярость в его глазах постепенно исчезла, но он все еще хрипел, тем, что считается табу в нашей расе. «Я проглочу тебя заживо». В следующее мгновение пламя вокруг тела гиганта отступило, и оно сжалось, превратившись в обычную фигуру человеческого роста в красной мантии с парой малиновых рогов. Однако черты лица фигуры в красной мантии были полностью скрыты слоем красного света. Фигура в серой мантии повернулась к номеру 37, послав ей передачу голоса, чтобы задать несколько вопросов, а затем кивнула, чтобы закончить их разговор и повернуться к фигуре в красной мантии в слегка извиняющейся манере. «Понятно, значит, вы из этой расы». Номер 37 действительно переступила черту, но, пожалуйста, простите ее. У нее не было бы возможности узнать ваше происхождение, господин. Я немедленно приведу вам другую служанку. Ты можешь делать все, что хочешь. Я просто хочу, чтобы этот съезд начался как можно быстрее. У меня не так много времени, чтобы тратить его зря в этом черном пространстве, холодно проговорил демонический культиватор в красной мантии, а затем направился к некоему пустому каменному павильону в виде огромного огненного шара. Фигура в серой мантии внизу покорно покачала головой, увидев это, затем махнула рукой в сторону номера 37. Сразу после этого ее тело качнулось, и она исчезла так же быстро, как и появилась. Только тогда номер 37 поднялась и попрощалась. Хань Ли был весьма заинтригован причиной ярости демонического культиватора в красной мантии, но, видя, что вопрос был решен в относительно мирной манере, он отвел взгляд и снова закрыл глаза, чтобы продолжить отдых. Между тем, номер 11 встала, тихонько двинувшись за его спиной, а затем нежно помассировала его плечи своими прекрасными нежными руками, служа ему так же, как это сделал бы смертный слуга. С невероятно мощным телом Хань Ли он, естественно, не нуждался в каких-либо подобных услугах для снятия усталости, но получить этот нежный массаж, вдыхая нежный ароматный, исходящий от ее тела, по-прежнему было довольно приятно. Он неподвижно лежал на стуле, и казалось, что он действительно заснул. Таким образом, время медленно шло, и все больше и больше каменных павильонов заполнялось гостями. По прошествии примерно 6-8 часов почти все каменные павильоны были заняты.
Даже в этом случае присутствовало всего 500 человек, но учитывая тот факт, что среди них было несколько десятков культиваторов интеграции тела, в то время как большинство остальных были культиваторами пространственного закаливания, несущими чрезвычайно ценные сокровища, это было действительно чрезвычайно грозный сбор. Несмотря на растущее число участников конвенций, все человеческие и демонические культиваторы в каменных павильонах держались особняком, либо сидели в тишине, либо потягивали духовное вино или чай в одиночестве, не проявляя никакого намерения общаться с другими. Таким образом, во всем зале воцарилась предельно тихая атмосфера. По прошествии примерно часа шар пронзительного золотого света внезапно вспыхнул в воздухе над нетронутой белой платформой, после чего гигантский черный колокол и зеленая фигура появились в одном углу золотой формации. Огромный колокол был примерно с человека ростом и был полностью черного цвета с небольшими следами ржавчины по краям. В центре колокола была диаграмма, изображающая черного змея с единственным глазом, испускавшим тревожный красный свет. Зеленая фигура, появившаяся рядом с черным колоколом, держала в руке небольшую пурпурную дубинку, а верхняя часть его тела была полностью обнажена, что свидетельствовало о крупном и сильном телосложении. Его кожа была светло-зеленого цвета, что указывало на то, что он не был человеком, но также не было демонической ци, исходящей из его тела, что затрудняло определение того, что он за существо. Тем не менее, был слабый золотистый металлический блеск, смешанный с зеленым цветом его кожи, поэтому было совершенно ясно, что он культивировал какое-то особое искусство закаливания тела и определенно обладал невероятно мощным телом. Все культиваторы в каменных павильонах, естественно, смотрели на черный колокол в унисон, ожидая, что будет дальше. Плотную зеленокожую фигуру совершенно не смутил взгляд стольких могущественных существ. Он просто сделал глубокий вдох, и вокруг него закрутился зеленый свет, от которого его тело увеличилось вдвое по сравнению с первоначальным размером, доведя его до примерно 30 футов в высоту. Его руки также значительно расширились, а выпуклые вены начали извиваться, как черви под его кожей. Затем он сжал обеими руками пурпурную медную дубинку и очень осторожно повернуть ее к гигантскому черному колоколу. Зазвонил колокол, и пурпурный ореол света распространился из центра гигантского колокола, пробежав рябью в воздухе, прежде чем исчезнуть в мгновение ика. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, и, прежде чем он успел среагировать, тело крупного зеленокожего мужчины внезапно сдулось, как проколотый воздушный шар. В мгновение ика он превратился в хилого и изможденного пожилого человека с белыми волосами и белой бородой, который выглядел так, словно был в одно шаге от смерти. Этот удар колокола, казалось, истощил всю его энергию и большую часть его жизни, и это событие стало настоящим шоком для всех присутствующих наблюдателей. Зрачки Хань Ли также сузились от увиденного, но звонок колокола только что был совершенно обычным и никоим образом не казался особенным. Однако в следующее мгновение духовная сила в его теле внезапно начала перемешиваться, и его кровавая эссенция также начала течь со скоростью, в несколько раз превышающей обычную, прежде чем стать чрезвычайно горячей внутри его тела. Хань Ли был очень встревожен этим и сразу же поднялся на ноги. Он распространил свою собственную мощную истинную эссенцию, чтобы насильственно подавить эти физические реакции, и почти в то же время он обнаружил, что его магическая сила, похоже, немного увеличилась после того, как услышал этот звонок.